Сегодня мы с вами проверим видео, которое поразило весь интернет. В общей сложности собрало 10 миллионов просмотров. Как же починить молнию, которая сломалась на кожаной куртке? Погнали тестировать! На некоторых молниях появляется вот такой вот дефект. На молнии отсутствует один либо два зубчика. Соответственно, куртка не работает, куртка не застегивается. Промозглый весенний ветер нас простужает, мы идем на больничный, болеем и так далее. Сегодня мы с вами попробуем все это быстро и качественно исправить. Для исправления данного дефекта нам потребуются аналогичные зубчики. Где их можно взять? Вы можете взять их в начале молнии, допустим, вот здесь вот парочку, да, с одной стороны один, с другой стороны другой. Либо, как в моем случае, я их вытащил вот с внутреннего кармана. Куртка двусторонняя, и здесь абсолютно такая же молния. Вот здесь я их и вытащил. Два зубчика. Здесь у нас все с вами размахрилось, да? Соответственно, нам это никак не подходит. Берем зажигалку и вот так вот. Оп. И вот так вот руками все подбираем. Оп. Все. И у нас получилась ровненькая такая вот поверхность, куда мы с вами будем надевать наши зубчики. Все, вот таким вот образом мы с вами поверхность нашу подготовили. Далее, что нам нужно? Исходя из видео, которое посмотрел я, у них было в запасе два вот таких вот металлических зубчика. То есть они сняли их также с куртки, и вот в таком вот виде они у них и присутствовали. И вот так вот они с легкостью его сюда одели. Это, дорогие друзья, невозможно. Там уже сразу в видео обман, потому что здесь они зажаты, то есть с завода их машина, наверное, специальная какая-то сразу же зажимает, чтобы они у нас с вами не вываливались. Соответственно, нам нужно их разжать. Как мы их будем разжимать? Можем разжать с помощью вот так вот шила, да? То есть вот так мы вставили в отверстие и сверху вот так вот. Аккуратно пробив, мы с вами их разжали. Вот, посмотрите. Все. Зубчик разжался. Вот здесь будет, наверное, лучше видно. Вот так вот. Зубчик разжался. Если нет подходящего шила, то я думаю, можно с легкостью сделать все кусачками. То есть вот второй вариант я вам покажу. Вот так вот вставляем в центр. И кусачками вот так вот тихонечко. Вот так вот раздвинули, да? Вставляем зубчик в пассатижи, либо круглогубцы, у кого что. Все, и насаживаем его на то место, откуда он у нас улетел. Это дело не совсем простое, помудохаться придется, потому что вот мы тут еще и оплавили не очень аккуратно получилось. Соответственно, не очень-то и хорошо он сюда встает. Так, раз зубчик. Примерно на ту же длину, на которой и были все зубчики. И поджимаем его сразу. Вот так вот, хоп. Все, поджали. Следующий зубчик абсолютно так же. Только нужно чуть-чуть посильнее его раздвинуть, потому что там у нас оплав пошел. Соответственно, берем еще раз вот так вот кусачечки и разжимаем его. Вот так вот тоненькими ножничками с вами все вот этот лишний оплав наш срежем. Видео, которое я видел там просто все на раз-два у них сошлось. Ну, я думаю, там большое количество времени вырезано, и все это так просто не получится. Все, срезали все оплавчики, подчистили молнию. И вот так надели. Все, следом нам нужно его обязательно поджать на том месте, где мы желаем, чтобы он находился. Все, желательно дважды обжать. Для лучшего эффекта сразу смажем свечкой вот так вот чуть-чуть. Начало самое вот здесь. И вот такого вот эффекта мы с вами добились. Сказать, что это легко и быстро, это как бы соврать. Что это будет работать 10 лет там или 5 лет или еще что-то, тоже это как бы неправда. Как бы все застегивается, да, посмотрите, но тем не менее молния очень и очень кривая. Это видно, и долго она 100% не проработает. Вот такую вот хитрость мы сегодня с вами попробовали сделать. Да,
На первое время, там на месяц-два, может быть, это все поработает, все это держится, да, ничего не расходится, молния не распускается. Но, во-первых, это мудохаться как минимум полчаса-час со всеми этими перестановками, потому что молния уже изначально, когда зубик вырвался, там уже все размахрилось. Вся вот эта вот напайка, грубо говоря, на самой ткани, которая удерживала, то есть там получается как бы цилиндр, да, и на него одевается вот этот зубчик и зажимается. Вот этот цилиндр уже порван из-за того, что зубчик вылетел. Это надо все пропаивать немножечко вот так вот зажигалкой. Чуть больше перепаяли, зубик не одевается, чуть меньше перепаяли, зубик вываливается. Соответственно, что можно сделать в заключение? Да, метод рабочий, но мудохаться с этим я не вижу никакого смысла.